Урок 1. Приветствие гостя. Привет, Анна. Я слышала, что у нас новый гость. Разве это не интересно? Привет, Джон. Да, я так рада, что они у меня есть. Мне не терпится показать им все вокруг и заставить их чувствовать себя как дома. Я тоже. Бьюсь об заклад, им понравится уютная комната для гостей, которую мы обустроили. Безусловно, мы очень много думали о том, чтобы сделать его удобным и привлекательным. Уверен, они оценят все эти маленькие штрихи. Вы оставили им приветственное письмо. Конечно, я хотела, чтобы они знали, как мы рады их видеть. Отличная идея. Уверен, что это поможет им чувствовать себя комфортно. Определенно. Я просто надеюсь, что им понравится их пребывание и они прекрасно проведут время. Уверен, что так и будет. Это будет отличный визит. Урок 2. Выпечка хлеба. Доброе утро, Анна. Я почувствовала запах чего-то вкусного, исходящего из кухни. Ты пекла. Доброе утро. Да, я провела утро, выпекая свежую буханку хлеба. Вам не кажется, что это так приятно? Абсолютно. Ничто не сравнится с запахом домашнего хлеба. Я согласен. Процесс замешивания теста и наблюдения за тем, как оно поднимается, доставляет огромное удовольствие. Бьюсь об заклад, это будет идеальное дополнение к нашему сегодняшнему обеду. Не могу дождаться, когда смогу попробовать. Выпечка – прекрасный способ провести день. Уверен, что результаты будут фантастическими. Ты действительно в этом разбираешься. Thanks. It's become one of my favorite hobbies. Что ж, я благодарна за то, что могу использовать ваши навыки выпечки. Урок 3. Планирование поездки. Привет, Анна. Ты уже начала планировать летние каникулы. Пока нет, но мне не терпится начать изучать некоторые варианты. Есть ли у вас какие-либо предложения? Что ж, я провел небольшое исследование и нашел несколько отличных предложений на авиабилеты и отели. Это так полезно. Куда вы собирались пойти? Я подумывал о поездке на пляж. Цены сейчас действительно доступные. Звучит потрясающе. Мне нравится идея расслабляющего пляжного отдыха. То же самое и здесь. А если мы забронируем номер в ближайшее время, мы сможем получить лучшие предложения и отлично провести время. Конечно, давайте начнем разбираться в этом. Мне не терпится начать планировать детали. Я тоже. Это будет захватывающее приключение. Урок 4. Покупка предметов домашнего декора. Утро. На выходных я пошла в магазин товаров для дома и увидела несколько действительно красивых предметов домашнего декора. Это здорово. Что вы нашли? Я всегда ищу новые вещи, которые могли бы украсить наш дом. Мое внимание привлекли отличные акцентные подушки и настенные рисунки. У них был очень хороший выбор. Замечательно. Мне нравится добавлять эти небольшие штрихи, чтобы сделать наш дом более уютным и привлекательным. То же самое и здесь.
Я также увидел несколько функциональных решений для хранения данных, которые могут оказаться действительно полезными. А, это приятно знать. Нам нужны были новые организационные элементы. Определенно. Мне придется вернуться и еще раз взглянуть. Возможно, в следующий раз мы сможем пойти вместе. Похоже на план. Я хотел бы узнать ваше мнение о том, что лучше всего подойдет для нашего пространства. Звучит неплохо. Уверен, мы найдем что-то отличное, что сделает наш дом еще красивее. Урок 5. Разделение жизненных целей. Привет, Анна. Мне было бы интересно, готова ли ты поделиться со мной одной из своих жизненных целей? Отличная идея. Я была бы рада. Одна из моих главных целей – начать есть здоровую пищу и включить в свой рацион больше растительных продуктов. Это прекрасный гол. Я восхищаюсь вашим стремлением заботиться о своем теле и благополучии. Спасибо. Это то, над чем я давно хотела сосредоточиться. Уверен, вы отлично поработаете. Есть ли у вас какие-либо конкретные планы или стратегии? Да, я планирую попробовать несколько новых рецептов и поэкспериментировать с разными овощами и злаками. Звучит как отличный подход. Я с удовольствием поделюсь с вами идеями полезных рецептов. Это было бы здорово. Буду очень признателен за поддержку и вдохновение. В любое время. Я здесь, чтобы помочь вам достичь ваших целей любым возможным способом. Урок 6. Сюрприз, ель. Привет, Анна. Ты слышала об огромной ели, упавшей во дворе твоей подруги? Ах да, я только вчера говорила с ней об этом. Судя по всему, оно обрушилось во время очень сильного шторма. Ух ты, должно быть, это было настоящее зрелище. Кто-нибудь пострадал? К счастью, нет, но из-за этого их забор и крыша сарая были повреждены. Ура! Это нехорошо. Бьюсь об заклад, уборка – это настоящая проблема. Вы правы, они все еще работают над удалением всех веток и журналов. Это большая работа. Могу себе представить. Но, по крайней мере, никто не пострадал. Это самое главное. Определенно. Хотя я уверен, что они все еще очень обеспокоены этой ситуацией. Готов поспорить. Никогда не бывает весело иметь дело с таким непредвиденным материальным ущербом. Нет, это не так. Но я уверена, что в конце концов они совсем разберутся. Что ж, я рада, что с твоей подругой все в порядке. Дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь, хорошо? Сделаю. Спасибо Джону. Спасибо, что вы заселились. Конечно, для этого и нужны друзья. Урок 7. Путешествие по миру. Привет, Анна. Я слышала, что ты скоро планируешь большое путешествие. Куда вы направляетесь? Ах да, я так взволнована. Этим летом я собираюсь посетить несколько стран Европы. Отлично. Какие из них вы выбираете? Я начинаю в Италии, затем отправляюсь во Францию и Германию. Мне не терпится познакомиться с разными культурами. Звучит потрясающе.
Я всегда хотела больше путешествовать по всему миру. Вам обязательно стоит это сделать. Это такой опыт, который открывает глаза. Да, держу пари. Я бывал только в Канаде, но слышал, что Европа — это совсем другой мир. Это действительно так. Архитектура, еда, люди — все это так увлекательно. Могу себе представить. У вас уже есть план маршрута или вы просто его продумываете? На самом деле, и то, и другое понемногу. У меня есть основные города и достопримечательности, которые я хочу увидеть, но я также оставляю место для спонтанности. Умный ход. Так вы сможете по-настоящему погрузиться в местную культуру. Именно так. Уверен, что вернусь с кучей замечательных историй, которыми я смогу поделиться. Не могу дождаться, когда услышу все об этом. Безопасных путешествий. Урок 8. Эффективность морозильной камеры. Привет, Анна. Я хотела спросить тебя. Ты предпочитаешь холодильник с верхней или нижней морозильной камерой? Это хороший вопрос. Думаю, я определенно предпочитаю нижнюю морозильную камеру. В самом деле, мне всегда казалось, что морозильная камера удобнее. Что ж, я считаю, что к нижней морозильной камере легче получить доступ, особенно когда я спешу что-то забрать. Понимаю, в этом есть смысл. Я вижу, что верхнюю морозильную камеру, возможно, придется больше наклонять. Именно так. А в нижней морозильной камере все находятся на уровне глаз, что мне очень помогает. Хорошие замечания. Думаю, компромисс заключается в том, что вам придется больше наклоняться к холодильнику. Верно, но я не против этого. В морозильной камере я обычно храню более громоздкие вещи. Понимаю, это хороший способ подумать об этом. В этом случае нижняя морозильная камера кажется более эффективной. Определенно. Кроме того, мне кажется, что конструкция нижней морозильной камеры выглядит немного современнее и элегантнее. Знаете, теперь, когда вы об этом упомянули, думаю, я согласен с вами. Нижняя морозильная камера имеет более приятный внешний вид. Точно. Такие мелкие детали могут реально изменить ситуацию к лучшему. Хорошие замечания. Мне придется иметь это в виду в следующий раз, когда я буду искать новый холодильник. Урок 9. Усовершенствование смартфонов. Вау, вы видели последние спецификации новых моделей смартфонов. Да, я только что смотрел на них на днях. Качество камеры в наши дни действительно невероятное. Знаю, верно. Уровень детализации и четкости почти невероятен. Совершенно верно. Меня также поразила производительность при слабом освещении. Больше никаких зернистых ночных снимков. Определенно. А вычислительная мощность в этих телефонах просто сумасшедшая. Конечно. Вы можете делать гораздо больше, чем просто звонить и отправлять текстовые сообщения. Именно так. Редактирование видео, запуск мощных приложений, многозадачность — все это теперь возможно на смартфоне. Поистине удивительно, как далеко продвинулась технология. Помню, как мой первый телефон едва мог отправлять зернистые фотографии. То же самое и здесь. Достижения за столь короткое время просто ошеломляют.
Знаю. Интересно, на что будут способны телефоны будущего. Кто знает, но мне не терпится узнать. Эти устройства становятся все умнее и функциональнее. Совершенно верно. Это почти как маленький суперкомпьютер в кармане. Не шучу. Технологии, несомненно, развиваются с бешеной скоростью. Урок 10. Развитие дружеских отношений. Привет, Анна. Я хотела спросить тебя, как, по-твоему, дружба может действительно процветать и крепнуть со временем? Отличный вопрос. Думаю, все дело в постоянном общении и стремлении наладить связь. Определенно. Дружба легко рухнет, если вы не будете работать, не так ли? Именно так. Даже такая простая вещь, как регулярная регистрация и возможность наверстать упущенное, может иметь большое значение. Совершенно верно. И я думаю, что очень важно быть рядом друг с другом во время взлетов и падений. Совершенно верно. Очень важно оказывать поддержку и сочувствие в трудные времена. Конечно. Не менее важно отмечать успехи и достижения друг друга. Определенно. Обмен опытом в хорошие времена также укрепляет эти связи. Совершенно верно. На самом деле все дело в взаимных уступках. Быть рядом друг с другом. Именно так. Дружба требует заботы и заботы, как и любые другие отношения. Это отличный способ выразить это. Это инвестиция, которая окупается во многих отношениях. Совершенно верно. Богатство, которое крепкая дружба привносит в нашу жизнь, неизмеримо. Не могу не согласиться с этим. Это то, что я очень ценю и хочу продолжать развивать. Я тоже. Именно эти связи делают жизнь такой полноценной. Хорошо сказано. Вперед еще много лет крепнущей дружбы. Урок 11. Безопасность поездок на работу в ночное время. Здравствуйте, Анна. Безопасно ли пользоваться общественным транспортом ночью в нашем городе? Хороший вопрос. Я слышал об этом неоднозначные вещи. Что вы пережили? Что ж, я стараюсь не ездить на автобусе или поезде поздно вечером, если могу. В некоторых районах возникли некоторые проблемы с безопасностью. Понимаю. Это неприятно слышать. Есть ли у вас какие-либо конкретные советы по безопасности при использовании общественного транспорта в ночное время? Да, кое-что. По возможности я всегда стараюсь сидеть рядом с фронтом и следить за своими вещами. Также неплохо было бы избегать изолированных станций. Похоже, это разумные меры предосторожности. Жаль, что нам приходится об этом беспокоиться, но безопасность должна быть на первом месте. Совершенно верно. А если я когда-нибудь почувствую себя в безопасности, я просто возьму Uber или такси, даже если это будет стоить немного дороже. Лучше быть осторожным. Определенно. Чтобы добраться домой в целости и сохранности, стоит потратить дополнительные средства. Спасибо за совет. Я буду иметь это в виду. Нет проблем. Дайте мне знать, если у вас есть другие вопросы о том, как передвигаться по ночному городу. Урок 12. Приспособление к вечернему классу.
Привет, Анна. Ты знаешь, во сколько сегодня начинается наш вечерний урок? Кажется, сейчас в 18 часов. Наверное, нам стоит поскорее туда поехать, чтобы успеть вовремя. Ах, понял, спасибо. Я не хочу спешить прямо в 6 часов. Я тоже. На вечерние занятия обычно лучше приходить пораньше. Определенно. Не хочу мешать преподавателю и другим ученикам. Именно так. Кроме того, это дает нам возможность заранее определиться и ознакомиться с материалом. Хорошие замечания. Хорошо, пойдем. Я не хочу, чтобы мы опоздали в первый день. Звучит неплохо. Пойдем. Не хочу пропустить ни минуты этого урока. Вы правы. Нам лучше поторопиться. Мне не терпится начать. Урок 13. Разделяем страсть к музыке. Привет, Анна. Я слышала, что ты недавно выступала на местном мероприятии. Это так увлекательно. Расскажите мне об этом подробнее. А это был такой забавный опыт. Я играю на гитаре уже несколько лет и наконец-то набрался смелости выступить перед публикой. Это круто. Какую музыку ты обычно играешь? Мне нравится играть сочетание классического рока и инди-музыки. В энергии живой музыки есть что-то, что меня действительно радует. Могу себе представить. Я сам скорее певец. Ты когда-нибудь пробовал петь, играя на гитаре? На самом деле, да. Мне потребовалось некоторое время, чтобы координировать эти два процесса, но мне очень приятно, когда вы все делаете правильно. Может быть, мы могли бы как-нибудь Это было бы пообщаться. здорово. Я всегда ищу новых музыкальных сотрудников. Определенно. Мы могли бы даже попробовать написать собственные песни. Я всегда нахожусь в поиске свежих идей. Похоже на план. Мне очень не терпится увидеть, что мы сможем придумать. Музыка всегда была такой важной частью моей жизни. То же самое и здесь. Это идеальный способ выразить себя и пообщаться с другими. Я рада, что мы оба разделяем эту страсть. Я тоже. Будет весело. Урок 14. Проблема с автомобилем. Привет, Анна. Я заметил, что твоя машина в последнее время издает странные звуки. С этим все в порядке? А, вы это заметили? Да, меня это немного беспокоило. Когда я ускоряюсь, он начал издавать странный дребезжащий звук. Звучит не очень хорошо. Вы взяли его с собой, чтобы проверить. Пока нет. Я так и хотела, но сейчас я была очень занята работой и другими делами. Понимаю. Что ж, я определенно рекомендую посмотреть его как можно скорее. Подобные проблемы иногда могут перерасти в более серьезные проблемы, если их не решить. Вы правы, я знаю, что не стоит откладывать это на потом. Меня просто пугает мысль о том, что мне придется платить за потенциально дорогостоящий ремонт. Понимаю. Но лучше справиться с этим сейчас, пока это не переросло в еще большую головную боль. Может, я мог бы пойти с тобой к механику. Предложите вторую пару ушей.
Это так любезно с вашей стороны. Я был бы очень признателен компании и моральной поддержке. Попробуем записаться на прием на эти выходные. Совершенно верно. Просто дайте мне знать подробности, и я приеду. Надеюсь, это легко исправить. Я тоже на это надеюсь. Еще раз благодарю вас за предложение о помощи. Я чувствую себя лучше, когда ты на моей стороне. Конечно, для этого и нужны друзья. Мы с этим разберемся, не волнуйтесь. Урок 15. Планы путешествий. Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь поездку в Европу. Это правда. Да, все верно. Я так взволнована. Я подумываю посетить несколько разных стран. Возможно, начну с Лондона, затем поехать в Париж и закончить в Риме. Ух ты, это амбициозный маршрут. Как долго ты планируешь отсутствовать? Что ж, у меня накопилось более 6 месяцев отпуска, поэтому я надеюсь провести не менее 3-4 недель в путешествиях. Это просто невероятно. Вы, должно быть, очень этого ждете. Вы уже начали планировать свой маршрут. Я забронировал авиабилеты и несколько ключевых отелей, но все еще работаю над повседневными деталями. Здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Готов поспорить. Не забудьте также оставить место для спонтанности. Некоторые из лучших впечатлений от путешествий возникают, когда вы готовы к путешествиям. Отличное замечание. Я обязательно проявлю гибкость. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по этим городам, которые стоит посетить? Определенно. Мы можем как-нибудь поговорить об этом подробнее за чашкой кофе. Я с радостью поделюсь своими мыслями. Урок 16. Совместная реализация планов. Привет, Анна. Как насчет того, чтобы перекусить? Я жажду чего-нибудь вкусненького. Похоже на план. На какую еду вы хотите съесть настроение? Я подумала, что мы могли бы попробовать новый итальянский ресторан в центре города. Я слышала, что у них потрясающее блюдо из пасты. Отличная идея. Пойдем проверим это. Замечательно. Можем ли мы сейчас пойти туда? Да, давайте начнем. Мне не терпится попробовать их еду. Я тоже. Уверена, будет очень вкусно. Бьюсь об заклад, мы найдем в меню то, что нам нравится. Совершенно верно. Это будет весело. Пойдем пешком или поедем на Uber. Давай прогуляемся. Сегодня такой прекрасный день. Звучит неплохо для меня. Рад провести время вместе. Я тоже. Это будет отличное свидание за обедом. Я согласен. Давайте воспользуемся этим по максимуму. Урок 17. Кулинарные открытия. Привет, Анна. Вы уже пробовали новый тайский ресторан, который только что открылся? Нет, у меня нет. Еда там вкусная. Насколько я слышала, оно очень вкусное. Здесь есть всевозможные вкусные блюда с карри и лапшой. Звучит потрясающе. Я всегда хочу попробовать новую кухню. Я тоже. Давайте проверим это вместе в эти выходные.
Абсолютно. Мне бы это понравилось. Какие блюда вы рекомендуете? Что ж, их пад-тай и массаманское карри должны быть просто фантастическими. А, и то, и другое звучит прямо в моем переулке. Не могу дождаться, когда смогу их попробовать. То же самое и здесь. Уверен, мы найдем новые любимые блюда. Уверен, что так и будет. Это будет увлекательное кулинарное приключение. Определенно. Будет интересно изучить меню и найти то, что нам нравится. Урок 18. Рекомендации по фруктам. Привет, Анна. Я хочу съесть свежие фрукты. Какие-нибудь рекомендации? Давайте посмотрим. Вы пробовали смузи из манго и ананаса в кафе на улице? Нет, у меня нет. Звучит очень вкусно. Какие еще фрукты вы предлагаете? Что ж, ягоды у них всегда очень свежие и ароматные. Мне очень нравится хороший ягодный микс. Как думаешь, мне еще что-нибудь стоит попробовать? Может быть, киви или папайя тоже. У них такие уникальные и освежающие вкусы. Ах да, они звучат потрясающе. Мне придется их забрать. Определенно, они станут отличным дополнением к фруктовому салату или смузи. Отличная идея. Мне придется поэкспериментировать с новыми комбинациями фруктов. Конечно, возможности безграничны. Дайте мне знать, что вы в итоге попробуете. Сгодится. Спасибо за отличные рекомендации по фруктам. Урок 19. Устранение задержек. Привет, Анна. Я только что получила электронное письмо, в котором говорится, что доставка моей посылки задерживается. Как неприятно. А нет, это так раздражает. Они указали причину задержки. Нет, просто обычное сообщение о непредвиденной задержке. Никаких объяснений. Это очень разочаровывает. Ненавижу, когда компании не предоставляют четкую информацию. Я тоже. Это значительно усложняет планирование. Я рассчитывал получить этот товар на этой неделе. Я понимаю твое разочарование. Задержки могут быть очень разрушительными. Вы можете что-то сделать. Я не уверена. Возможно, я попробую обратиться в службу поддержки клиентов, чтобы узнать, могут ли они предоставить более подробную информацию. Отличная идея. Стоит попробовать, смогут ли они ускорить доставку или предложить какую-либо компенсацию. Определенно. Я позвоню им, как только смогу. Надеюсь, они смогут решить эту проблему. Я тоже на это надеюсь. Дайте мне знать, как обстоят дела и могу ли я чем-нибудь помочь. Я благодарна за это. Я обязательно буду держать вас в курсе событий. Урок 20. Предложение помощи. Привет, Анна. У меня проблемы с компьютером. Как вы думаете, вы могли бы взглянуть? Привет, Джон. Конечно. Я с радостью помогу. В чем, похоже, проблема? Что ж, он постоянно замерзает, а экран продолжает мерцать. Не знаю, в чем дело.
Похоже, это может быть аппаратная или программная проблема. Давайте я посмотрю поближе. Буду очень признателен. Я не самый технически подкованный человек, поэтому я немного озадачен. Совсем без проблем. Не стесняйтесь. Дайте мне знать, если вам понадобится другая помощь. Спасибо. Я обязательно позвоню вам, если мне еще что-нибудь понадобится. Совершенно верно. Я рада, что могу помочь. Просто дайте мне знать, чем я могу помочь. Сгодится. Я очень признателен, что вы нашли время разобраться в этом для меня. Конечно. Я всегда рад помочь, чем могу. Отлично отдохните. Ты тоже. Еще раз спасибо. Урок 21. Планирование поездки. Привет, Анна. Я так рада начать планировать нашу поездку. Куда нам поехать в первую очередь? Доброе утро, Джон. Я составил список всех мест, которые мне хотелось бы посетить. Может, мы вместе пройдемся по этому вопросу и посмотрим, что вам понравится. Звучит отлично. Что у тебя есть на данный момент? Что ж, я подумала, что мы могли бы начать с экскурсии по городу, затем посетить несколько музеев и, возможно, даже посмотреть вечернее шоу. Это надежный план. Нам также следует уделить время прогулкам и знакомству с местной культурой. Определенно. Я надеялся, что мы также сможем найти хороший рынок под открытым небом. Мне нравится ходить по киоскам и пробовать новые блюда. Звучит очень вкусно. Нам нужно обязательно оставить место для всех блюд местной кухни. Абсолютно. И я подумала, что мы могли бы даже отправиться в однодневную поездку в соседний город или на природу, чтобы все перепутать. Идеальный. Мы можем работать над окончательным составлением маршрута по ходу дела. Я с нетерпением жду этой поездки. Урок 22. Распаковка и систематизация. Привет, Анна. Давайте начнем с того, что разберем все и рассортируем по категориям. Хорошо, хорошая идея. У нас есть одежда, туалетные принадлежности, электроника и разные предметы. Идеальный. Давайте начнем с одежды. Мы можем отсортировать их по типу: рубашки, брюки, платья и т.д. Понял. Я сделаю стопки на кровати. Можете начать проверять электронику, чтобы убедиться, что она все заряжена. Звучит неплохо. Я также еще раз проверю, есть ли у нас все необходимые зарядные устройства и адаптеры. Отлично. Как только мы все организуем, мы можем начать аккуратно упаковывать все это. Определенно. Организованность значительно упростит процесс упаковки и распаковки. Именно так. Я уже не так нервничаю, глядя на эти аккуратные стопки. То же самое и здесь. Хорошо, давайте продолжим. Чем больше мы сейчас сделаем, тем больше времени у нас будет на отдых позже. Урок 23. Заказ еды. Привет, Анна. Что ты собираешься заказать на обед? Я жажду азиатской кухни. Как насчет того тайского ресторана, в котором мы побывали на днях? Хороший звонок. Их пад-тай должен быть потрясающим.
Звучит отлично. Могу ли я к этому гарнир к приготовленному на пару рису? Совершенно верно. Думаю, я выберу блюдо с красным карри. Не возражаете, если я тоже добавлю гарнир к этому приготовленному на пару рису? Совсем нет, звучит очень вкусно. Может, закажем и закуску, чтобы поделиться ею. Определенно. Спринг-роллы или пельмени станут отличным началом. А пельмени звучат как победитель. Я добавлю их к заказу. Звучит неплохо. Не могу дождаться, когда смогу покопаться. Это как раз то, что вам нужно. Я тоже. Я так голоден от одной мысли об этом. Хорошо, давайте оформим заказ. Я голоден. Урок 24. Звуки животных. Аго, вы это слышали? Кажется, я только что видела льва в зоопарке. Лев. В самом деле. Я думала, что в зоопарке водятся только маленькие животные, такие как обезьяны и птицы. Нет, я уверена, что это был взрослый лев. Он очень громко ревел. Рев льва. Наверное, это было настоящее зрелище. У них такой мощный звук, не так ли? Совершенно верно. Грохот был таким глубоким и гортанным. Земля слегка дрожала. Невероятно. Бьюсь об заклад, это был потрясающий опыт. Мне тоже нравится наблюдать за жирафами в зоопарке. У них такие длинные изящные шеи. Жирафы великолепны. А вы знали, что на самом деле они могут достигать 18 футов в высоту? Ух ты, это невероятно. Я знал, что они высокие, но не понимал, какой рост. Они должны видеть все оттуда. Определенно. Они могут обнаружить хищников с расстояния в милю. Это как естественная смотровая башня. Это так увлекательно. Во время моего следующего визита мне придется уделить больше внимания жирафам. Интересно, какие еще удивительные животные есть в зоопарке? Что ж, нам просто нужно пойти и узнать. Может, мы сможем поехать туда в эти выходные. Урок 25. Поиск скидок. Привет, Анна. Ты искала выгодные предложения в интернете? Да, я искал скидки и купоны в Группантун и RetailMainat. Отлично. Это тоже мои любимые сайты. Вы нашли какие-нибудь выдающиеся предложения? Что ж, билеты на то комедийное шоу, которое нас интересовало, очень много. Круто. Сколько стоят билеты со скидкой? У них скидка 50%, так что это кража. Мы должны купить их до того, как они будут распроданы. Определенно. И я увидела, что в новом итальянском ресторане, который мы хотели попробовать, есть купон на скидку 20%. Даже лучше. Нам придется там забронировать столик. Конечно. На что еще стоит обратить внимание в связи со скидками? Думаю, это касается самых крупных. Да, и не забудьте загрузить приложения из магазина. Обычно в них есть эксклюзивные мобильные предложения. Отличный звонок. Благодаря всем этим предложениям поездка будет недорогой. Совершенно верно.
Мы получаем максимальную отдачу от вложенных средств. Не могу дождаться. Этот отпуск обещает быть потрясающим. Урок 26. Преодоление неудач. Привет, Анна. Я немного обескуражена тем проектом, над которым я работала. Кажется, что каждый раз, когда я добиваюсь прогресса, меня настигает новая неудача. Мне жаль это слышать. Преодолевать неудачи может быть очень неприятно. Что происходит? Что ж, последняя проблема в том, что мой компьютер вышел из строя, и я потерял кучу работы. Я пытался восстановить файлы, но это была настоящая головная боль. А нет, это ужасно. Такая потеря работы может быть очень удручающей. Как насчет этого? Почему бы нам не обдумать несколько идей о том, как вернуться в нужное русло? Отличная идея. Я открыт для предложений. Мне просто иногда кажется, что я кручу колеса. Хорошо, во-первых, не будьте слишком строги к себе. Неудачи случаются даже с лучшими из нас. Важно то, как вы на них реагируете. Вы правы. Думаю, мне просто нужно сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на достигнутом прогрессе, а не на препятствиях. Точно. И знаете, иногда перерыв может помочь вам вернуться к проблеме свежим взглядом. Почему бы тебе не взять остаток дня и не вернуться к нему завтра? Это хорошие замечания. Я очень старался изо всех сил. Возможно, мне нужен небольшой перерыв, чтобы зарядиться энергией. Определенно. И помните, у вас есть это. Я в тебя верю. Мы вместе преодолеем эту неудачу. Спасибо. Я очень ценю вашу поддержку. Мне уже лучше. Урок 27. Ранний отъезд. Утро. Я хотела сообщить вам, что завтра мне нужно уехать пораньше. Без проблем. Что происходит? Мой двоюродный брат устраивает сюрприз на день рождения своей мамы, и я очень хочу там побывать. Это так мило. Семья очень важна, я рада, что у тебя все получится. Да, я очень рада всех видеть. Прошло много времени с тех пор, как мы все собрались вместе. Что ж, тогда вам обязательно стоит уйти пораньше. Тебе нужно, чтобы я что-нибудь прикрол перед твоим отъездом. На самом деле, если вы не против взглянуть на отчет, над которым я работал, и отправить его клиенту, это будет огромным подспорьем. Вы поняли, я позабочусь о том, чтобы все было в квадрате. Ни о чем не беспокойтесь. Ты лучший. Я очень ценю, что вы сделали эту работу. Урок 28. Время решает все. Привет, Анна. Я хотела узнать о планировании мероприятия. Как дела? Хорошо, хорошо. Думаю, у нас все почти в квадрате. Обычно на то, чтобы все организовать на месте, уходит около 10 минут. Отлично. Приятно слышать. Я знаю, что вы упорно трудились, чтобы собрать все воедино. Спасибо. Я очень рад, что все это собралось воедино. Думаю, это будет огромный успех. Согласен, не сомневаюсь, что это будет потрясающе. Просто дайте мне знать,
Могу ли я еще чем-нибудь помочь? На самом деле, если вы не против нарезать овощи в качестве быстрого гарнира, это будет очень полезно. Нет проблем, я с радостью протяну руку помощи. Просто покажите мне, где находится разделочная доска, и я начну. Ты лучший. Я очень признателен, что вы нашли время помочь. Конечно, мы занимаемся этим вместе. Для этого и нужны партнеры. Верно? Урок 29. Сложная ситуация. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о том, что меня беспокоит. Конечно, что происходит? Ну, вы знаете ситуацию с клиентом, с которым мы работали. Мне очень жаль слышать, что они недовольны прогрессом. Знаю, это настоящий облом. Мы проделали столько тяжелой работы, что это расстраивает. Определенно. Мне неприятно видеть, что все наши усилия не оцениваются по достоинству. Можем ли мы что-то сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Честно говоря, я не уверен. Я очень хочу все исправить, но не знаю, как к этому подойти. Что ж, давайте соберемся и посмотрим, сможем ли мы придумать план. Если хотите, я с радостью возьму на себя инициативу. Это было бы потрясающе. Я действительно думаю, что ваши дипломатические навыки могут сыграть здесь решающую роль. Хорошо, давайте посмотрим на ситуацию и посмотрим, что мы можем сделать. Уверен, что мы сможем решить эту проблему. Урок 30. Рука помощи. Привет, Анна. Не могли бы вы оказать мне огромную услугу? Конечно, что вам нужно? Я надеялся, что вы поможете мне на кухне. Мне нужно нарезать овощи на гарнир, но я немного отстаю. Совсем без проблем. Я бы с радостью протянул руку помощи. Где овощи? Все они вымыты и готовы к отправке на прилавок. Я очень признателен, что вы готовы помочь. Мне очень приятно. Я знаю, как сложно все подготовить. Расскажите мне об этом. У меня такое чувство, что я всегда пытаюсь выполнять одновременно миллион задач одновременно. Что ж, позволь мне кое-что снять с твоей тарелки. Просто покажи мне, что тебе нужно нарезать, и я приду к работе. Ты лучший. Ладно, давайте посмотрим. Можете ли вы нарезать там болгарский перец и лук кубиками? Вы поняли. Я приготовлю их для вас в кратчайшие сроки. Отлично. Спасибо большое. Это огромная помощь. Урок 31. Товары для домашних животных. Привет, Анна. Я только что была в зоомагазине, и там были самые милые вещи для собак. А, правда. Что у них было? У них были самые разные классные ошейники и поводки, даже с забавным рисунком. Звучит восхитительно. Вы случайно видели собачий корм или игрушки? Да, у них был целый раздел, посвященный корму и лакомствам для собак. Плюс множество разных игрушек. Приятно. Всегда приятно иметь много вариантов для наших пушистых друзей. Совершенно верно. Я чуть не купил несколько вещей для своей собаки, но решил подождать. Умный ход. Покупками домашних животных легко увлечься.
Ха-ха, вы все правильно поняли. В наши дни я стараюсь более внимательно относиться к своим расходам. Это хорошая политика. Хотя я уверен, что вашей собаке понравятся новые лакомства. Верно, но я оставлю это на его день рождения или что-то в этом роде. Не хочу сильно его баловать. Урок 32. Маленький набор, большое приключение. Привет, Анна. Я собиралась собрать небольшую аптечку первой помощи, чтобы взять ее с собой в следующую поездку. Что скажешь? Это отличная идея. Аптечка первой помощи для путешествий была бы очень кстати. Что нам следует включить? Что ж, я думала, что нам понадобятся все необходимые бинты, антисептические салфетки, обезболивающие и тому подобное. Возможно, некоторые антигистаминные препараты и лекарства от укачивания тоже. Определенно. И мы должны приобрести легкий, но прочный комплект, чтобы все было в порядке. Таким образом, его легко взять с собой. Точно. Я искал в интернете эту очень компактную аптечку первой помощи, которая кажется идеальной. В ней есть все самое необходимое, но она не занимает много места в багаже. Отлично, тогда давайте закажем его. Было бы здорово хоть немного подготовиться к путешествиям. Абсолютно. Я уже чувствую себя лучше, зная, что у нас будет небольшой набор для решения любых мелких проблем. Я тоже. Хорошо, давайте добавим его в наш упаковочный лист. Не могу дождаться нашего следующего приключения. То же самое и здесь. Это будет отлично. Урок 33. Воспитание ребенка. Привет, Анна. Я слышала, что у тебя есть ребенок. Как вы воспитываете ребенка? Здравствуйте, Джон. Растить ребенка непросто, но это очень полезно. Самое главное – обеспечить любовь, поддержку и безопасную среду. Понимаю. Что еще нужно сделать, чтобы правильно воспитать ребенка? Well, you also need to teach them important values, encourage their interests, and help them develop important life skills. Похоже, это большая работа. Есть ли у вас какие-либо советы для таких родителей-новичков, как я? Да, определенно. Наберитесь терпения, установите четкие границы и найдите время для качественного сближения. Кроме того, не бойтесь обращаться за помощью, когда она вам нужна. Хорошо, это отличный совет. Я запомню это, когда когда-нибудь у меня будет собственный ребенок. Это мудрое решение. Воспитание ребенка занимает целую деревню, поэтому не стесняйтесь полагаться на вашу систему поддержки. Благодарю вас за то, что вы поделились своими мыслями. Это дало мне много поводов для размышлений на будущее. Урок 34. Приключения на Ниагарском водопаде. Привет, Анна. Ты знала, что я живу на Ниагарском водопаде? Вау, это потрясающе! Я всегда хотела посетить Ниагарский водопад. Каково там жить? Это невероятно. От водопадов просто захватывает дух. Я никогда не устаю их видеть. Здесь всегда можно открыть для себя что-то новое, будь то пешеходные тропы, музеи или захватывающие развлечения. Звучит так увлекательно. Могу себе представить, насколько впечатляющими должны быть водопады вживую. Что тебе больше всего нравится в жизни там? Мне, безусловно,
Больше всего нравится чувство удивления, которое я испытываю каждый раз, когда вижу водопад. Мощь и красота падающей вниз воды просто завораживают. И в городе царит настоящая энергетика, здесь полно туристов и интересных достопримечательностей. Бьюсь об заклад, это уникальное и особенное место, которое можно назвать своим домом. Мне бы очень хотелось когда-нибудь приехать сюда и испытать это на себе. Есть ли у вас какие-либо рекомендации для новых посетителей? Абсолютно. Я бы определенно посоветовал отправиться на лодочную экскурсию, чтобы приблизиться к водопаду. Это незабываемый опыт. А по пешеходным тропам Ниагарского ущелья открываются потрясающие виды на реку и водопады. Вы не можете это пропустить. Звучит невероятно. Мне придется добавить Ниагарский водопад в свой список путешествий. Спасибо, что поделились своими мыслями. Теперь мне еще больше не терпится приехать сюда. Я рада, что смогла вдохновить тебя. Ниагарский водопад – поистине волшебное место, и я уверена, что оно вам понравится. Дайте мне знать, когда будете планировать поездку, и я дам вам больше Урок советов. 35. Управление финансовым стрессом. Доброе утро, Анна. В последнее время я испытываю большие финансовые трудности. Я не знаю, что делать. Мне жаль это слышать. С какими финансовыми проблемами вы сталкиваетесь? Что ж, мои расходы растут, а доходы отстают. У меня проблемы с своевременной оплатой всех счетов. Понимаю. Наверное, это очень напряженно. Пытались ли вы составить бюджет, чтобы лучше распоряжаться финансами? Да, но это просто ошеломляет. Не знаю, с чего начать. Хорошо, давайте посмотрим на это вместе. Возможно, я помогу вам определить некоторые области, в которых можно сократить расходы. Это было бы здорово. Я очень признателен, что вы нашли время помочь мне в этом.